рад записывать это видео. Надеюсь, вы торгуете, у вас торговля идет хорошо, но не сегодня, потому что сегодня день бездельник. Сегодня нет почти никаких входов хороших, как на Форексе, так и на Мосбирже, но при этом есть в активе примерно 6% профита. Мы сейчас посмотрим, откуда они пришли, и потом посмотрим на Мосбиржу. На Мосбирже у меня сегодня все в красной зоне, просто все в красной зоне, кроме двух акций. Это Аэрофлот и Сбер, где два сигнала на покупку, на разворот сегодня были утром. И мы на них тоже посмотрим, но чуть позже. Давайте начнем с Форекс рынка. Сегодня у меня утром в Европу не было сделок, а вот в Америку были позиции. В американскую сессию вот буквально только что с трейдерами торговали. Начнем мы с такой валютной пары, как фунт-канадец. Возникает вопрос, Аркадий, с чего ты взял, что фунт-канадец там? Ну, вообще, зачем ты ее торгуешь? Она же совершенно непонятная. Да, я согласен, но я за ней не слежу, за этой валютной парой. Я просто добавляю вот сюда в обзор рынка символ. Ну, например, там фунт-канадец, евро-доллар, фунт-доллар, какой-нибудь там природный газ, например. И робот сразу начинает искать там сигналы. Вот и все. То есть мне не надо следить за ней, знать, что с ней происходит, какая у нее динамика, какой у нее тренд. Все делает робот. Он мне готовый, скажем так, показывает символы, я уже принимаю решение. Либо по тренду, либо на разворот. Если появляется на этом радаре, значит по тренду, на этом радаре на разворот. Вот и все. Я вот недавно записывал обучающее одно видео и показывал, как добавлять. Добавил, и вот они здесь остались, и теперь робот их считывает. Но на самом деле это можно удалить, то есть правой кнопкой мыши удалить символ, и все, и его больше не будет. И робот его смотреть тоже не будет. То есть я могу и добавлять, и удалять по желанию. Но, тем не менее, сегодня было в 16:35, 74 700 sell. Давайте смотреть, что это за такой был сигнал. Мы нажимаем на кнопку, то есть как все происходит. Вот стоит робот. Робот нашел комбинацию, подходящую под разворот, которая в него заложена. И я нажимаю на кнопку. Вот, например, фунт-канадец. Да, нажимаем на кнопку, и у нас сразу загружается система уже со всеми параметрами, которые нам нужны. И вот здесь что мы можем заметить? 16:35 прозвенел алерт вот на этом баре. Готовимся продавать фунт-канадец. Я смотрю налево, то есть мое второе действие. То есть что я делаю дальше? Я смотрю налево, есть у меня слева уровень. Есть. Предыдущая красная зона. Видите, здесь прямоугольник красный. Это ключевая зона сопротивления. Если вот этот осциллятор зашкаливает, то есть показывает экстремальное значение, вот смотрите, повыше сделаю его, вот так. Это говорит о том, что рынок готов к развороту. Затем я как трейдер понимаю, что здесь sell, я смотрю налево, если структура, то есть мы объединяем поведение индикатора, то есть моментум, текущее состояние на 5-минутном графике. Мы смотрим налево, если у нас ключевой уровень, то есть мы объединяем структуру. И финальный шаг, я перехожу на М1, с 5-минуткой все. Мы переходим на М1. И здесь мы ждем подтверждения, вот видите, где стрелочный, и здесь мы видим вершину слабую. И это как какой-то вид, да, вершина слабая. Слабая вершина. И это sell, я вот здесь продавал, мы как раз с трейдерами смотрели на эту позицию. И вот совсем скоро может быть и продажа по валютной паре фунт-канадец, потому что мы это тоже рассматривали. Ну, не знаю, успеем ли, время почти 6:30. Так что посмотрим, ну, может быть, может быть. Вот и все. Если здесь sell, стопы идут за структурой, причем стопы очень короткие, посмотрите, какие стопы. Здесь их не надо ставить далеко, потому что уровень есть, все условия есть. Риск в пунктах получился где-то 6-7, чтобы сделать, вот я здесь как раз закрывал, около 12-13 пунктов. Отличное соотношение take-стопа, почти 2:1 в этой вот простой сделке, но очень точной. И вот все сигналы, которые в последнее время были, они вот почти 1 в 1. Если вы не смотрели мой предыдущий обзор, вот вчера видели, да, что творилось? Нет, то смотрите обзор в правом верхнем углу, там тоже все было очень-очень интересно. В общем, все, фунт-канадец мы оставляем, да, убираем его с наших глаз. И мы также торговали с трейдерами индекс Великобритании. Вот здесь UK 100, а там отличный профит тоже был. Причем неожиданно рынок уже замерз, а потом сигнал появился, и он отработал. Доллар канадец, давайте разберем. Там не было сигнала, но я хочу с вами это разобрать, потому что важно понимать не только, когда есть вход, а когда его нет, когда отменяется вход.
Вот здесь сегодня, сейчас посмотрю, в 15:40 активная сессия американская, только все начинается, в 15:40 робот показывает: Аркадий, готовимся к развороту доллар-канадец. Отлично. Какой мой логический процесс, вы уже знаете. Я смотрю налево, если слева уровень, да, вот он, зеленая поддержка. Жду подтверждающий сигнал. Вот здесь, где стрелка, есть. Жду паттерн. Есть паттерн? Вчера я записывал видео, в котором рассказывал по поводу вот этого паттерна, как его правильно торговать. Не буду повторяться, но здесь, когда он появился, это дно двойное, мы ждем подтверждения. Его здесь нет, все, отмена, и больше мы не рассматриваем разворот. Да, потом были вот эти развороты, здесь развернулся, здесь, но это не входит в наш репертуар. То есть мы имеем конкретно, вот ты смотришь такой на сделку, на ситуацию, да, и вот пошел по критериям сверять. Раз, два, три. Это нужно для того, чтобы здесь упорядочить, да, торговый процесс, чтобы ты понимал, что ты делаешь, и через этот процесс везде повторять на всех разных символах, и чтобы ты понимал, как ты делаешь деньги, откуда они приходят. Да, чтобы это было осознанно. Не так, что где-то как-то зашел, увидел какой-то паттерн, как-то там совпали критерии, та-та-та, тра-та-та, и ты вдруг заработал. То есть ты понимаешь, почему. И конкретно вот есть шаблон работы, да, первое, второе, третье, первое, второе, третье. Ну и вот здесь мы видим, что финального условия не было, и финальное условие – это как раз фильтр, который нам необходим для подтверждения входа в рынок. Я просто смотрю, еще идут сигналы. По тренду вот фунт-доллар пришел. Давайте фунт-доллар в реальном времени посмотрим. По тренду сигнал пришел. Что там за тренд? Здесь пока далеко. Покупка фунт-доллар 28 300 вот здесь. Еще пока не дошли. 28 300. Если придет, мы ждем здесь подтверждение, заходим. Подтверждение очень важно. Это такая вот, знаете, мелкая деталь, ну прямо мелочевка. Я не знаю, это как желчный пузырь в организме человека. Он такой маленький, но он от него так много зависит. Вот, конечно, его можно нахер убрать, но он нужен. Вот, и здесь то же самое. Вот этот вот фильтр подтверждения тоже является очень важной составляющей в торговой системе, во всей этой цепочке, да, того, что мы делаем. И это обеспечивает полноценную, функциональную, скажем, работу, да, функционирование полноценное, вот правильное слово, нашего организма и нашей торговой системы. Поэтому здесь надо ждать коррекцию, тогда можно открыть buy, если будет подтверждение. Но это попозже, я не знаю, мы охватим это или нет. Но, посмотрите, сигналы пошли доллар-иена. Доллар-иена. Прям посмотрим, а потом к этому, да, рынку акций тоже перейдем. По доллар-иене был сигнал на buy. Был сигнал на buy сегодня. Я, кстати, даже не смотрел на доллар-иену. Не обращал на нее внимания. Здесь вообще трейдеры делать нечего. 9 пунктов – это какой-то кошмар. Что за волатильность это? Так, индекс Великобритании. У меня тейк, наверное, сработал. Сейчас, секундочку. Да, у меня сработал тейк профит по индексу Великобритании. И вот здесь вы видите... вот здесь вы видите весь расклад. Сейчас я вам покажу. Смотрите. До сих пор осталось с онлайн-торговлей, я разбирал с трейдерами. Давайте вместе со мной разберем, потом к валютному рынку. Ой, к бирже, Мосбирже. Вот смотрите, что мы сегодня прорабатывали с трейдерами. Мы прорабатывали вот эту ситуацию по индексу Великобритании. Символ не важен. Иногда бывает золото, нефть, иногда евро, иногда UK, да, ну то есть все что угодно может быть. И мы обратили внимание на вот эту ситуацию, которая пришла на смарт-сканере. Смарт-сканер – это робот-советник, который находит развороты, там 60-80%, да, вероятность достижения тейк-профита. И вот сигнал пришел, это прям в реальном времени было в 16:45. Вот смотрите вниз, видите, да, 16:45 время. Здесь появился подтверждающий стрелочный сигнал, плюс дно, покупка. Я трейдерам сказал, что эта сделка не очень выгодно для меня с точки зрения соотношения, потому что стопы чуть широкие здесь будут, потому что свечи большие. Вот я сейчас вам покажу. Вот здесь.
То есть мой вход должен быть здесь и стоп здесь. Я такой прикинул, думаю, ну, широковато. Подожду более выгодных условий. Здесь у меня вход 1. Вот здесь у меня вход 1. А вот здесь у меня вход 2. Сейчас я все объясню. Смотрите, вход 2. То есть, если я здесь не вошел, то ничего страшного, у меня будет шанс войти вот здесь. И вот прям мы с трейдерами уже заканчивали торги, и вот здесь входили в бай. Стопы очень короткие, и вот оно соотношение просто идеальное. TX здесь получилось в пунктах, сейчас вам скажу, примерно 50 стоп, больше, чем 2 к 1 получилось соотношение. Здесь оно такое бы не получилось. Почему? Потому что пошире надо было поставить стоп за счет ширины свечей. И я решил, скажем так, поаккуратнее здесь поработать. Если здесь вошел, все равно заработал. И очень неплохо. Но вот здесь был вход идеальный. То есть, если здесь нет входа, то потом на первой коррекции мы входим. Ну, еще раз, более детально я рассказываю на тренингах, чтобы сейчас, ну, прям сильно в это не погружаться. Смысл в том, что мы находим поворотную точку на рынке, и от этой поворотной точки дальше пляшем. То есть не только зашли, вышли, но еще и дальше входим, потому что вот с этой ситуации начинаются более серьезные изменения на рынке. Да? В данном случае мы говорим про вверх движение. Осциллятор упал, значит будет движение вверх с большей вероятностью. И когда рынок вот это первое движение совершил, мы потом ждем паузу, чтобы войти еще раз. Да? То есть это продолжение разворота. Вход 2. Вот таким образом. Вход 1, вход 2. Ну, все, здесь уже закончили. Отличная реакция рынка. Да, более чем. Так, и я обещал вам фондовые площадки показать две акции. Это Сбер. Сегодня в Сбер в 10 часов 50 минут пришел сигнал на бай. В 10 часов 50 минут пришел сигнал на бай. Сейчас я вам найду. Вот здесь. Обратите внимание. Вот я держу мышку. 10 часов 50 минут. Давайте разберем. Это прям капец как важно. Просто невероятно важно. Внимание к деталям. Не внимание к тому, что ты можешь заработать. Или там вдруг ты упустишь сделку. Вот куда оно направлено, в какое вот русло, такие у тебя результаты. Если оно направлено, как бы не упустить сделку, как бы тут поймать, как бы заработать, ты лузер, ты сливаешь деньги. Я так сливал очень долгое время. Но если твое внимание направлено на то, если мои все критерии в той очередности, которой они должны быть, вот тогда ты, скажем так, открываешь себе дорогу к тому, чтобы стать успешным и прибыльным трейдером. Вот здесь, посмотрите, осциллятор дает сигнал на buy, да, здесь покупка, но второе условие какое, Аркадий, смотри налево, если слева уровня нет, его пробили, то есть перед образованием сигнала, вот здесь 50, этот уровень был пробит. Все, здесь дальше мы не смотрим. Потом мы видим, рынок опустился чуть ниже. Хорошо, может быть такое, что один уровень пробили, а ниже есть еще один. Давайте посмотрим налево. Если слева уровень по Сберу, уровня нет. Можно ли здесь купить? Нет. Понимаете, да? Здесь сделки нет. Ой, Аркадий, он так отработал. Посмотри, как пошло наверх. Супер. А Сбер вырос после сигнала на процент, но это не моя ситуация. То есть ты не должен привязываться, что ой, выросло, и я не заработал. Это совершенно неправильный образ мышления, который не приводит к результату. Аэрофлот. АФЛТ. И закончим с вами. АФЛТ. Аэрофлот. Аэрофлот. Так, Аэрофлот пришел в 11:30 сегодня по Москве, и сейчас вы увидите разницу. Прям вообще. Аэрофлот в 11:30 по Москве. Смотрим. Вот здесь. В 11:30 ставлю вертикальную вот сюда курсор вертикальный. Есть? Есть. Первое условие, да? Осциллятор на экстриме. Раз. Уровень. Смотрю налево. Еще раз. Не руководствуюсь тем, что ой, как скорее здесь можно заработать или есть здесь. Какие здесь условия? Какой здесь тренд? Конкретно, что тебе нужно делать? Это вообще другой уровень работы совершенно. Смотрю налево, есть ли слева уровень? Есть. Какой? Ключевой. То есть здесь все уже настроено, это автоматически ты просто сам идешь по этим шагам. Робот делает основную работу. Какой основной? Он дает тебе объективный взгляд на вещи. Угу.
За счет чего ты можешь мыслить формулой «если то», если я вижу, не думаю, что, ну, как бы вот неплохо выглядит, а вижу. Уровень есть, экстрим осциллятора есть, стрелочный сигнал вот здесь есть, и самое крутое, здесь есть симметричное, и даже слабое дно, да. Похоже на слабое дно, да. И вот это место, идеальное место для покупки. И посмотрите, какой здесь стоп. Да? Если здесь buy, стоп уходит за структурой, здесь вход. Давайте померим дистанцию. Мы обычно берем вот эту внутреннюю дистанцию. Чуть шире, вот здесь стоп. Да? И, соответственно, take мы обычно ставим 1.5 или 2 к 1. Да? И, соответственно, если здесь у нас получилось 50 points, да? 2 к 1 здесь. 2 к 1 здесь даже с запасом. Вот и все. Вот такие сделки нас интересуют. Здесь, если мы посмотрим выше, мы видим просто лютый разворот. Посмотрите. Осциллятор зашкаливает, да или нет, да. Подтверждение на sell, но это продажа. Я стараюсь только покупать акции. Если мы посмотрим налево, мы увидим, что предыдущий уровень. Просто идеальная продажа. Смотри, что делает осциллятор. Ладно, в общем, я заканчиваю этот обзор. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам обзор понравился. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на телеграм-канал и увидимся с вами в новых видео. Все, до связи.